Они тоже определенно, мы знаем, что... Ой, детектив. Статья. Сейчас время развилки. И есть вероятность того, что произойдет масштабная дальнейшая эскалация боевых действий. Потому что понятно, военным, во всяком случае, людям, что наступление сепаратистов или ополченцев, оно захлебнулось. И они практически нигде не смогли занять артиллерийских позиций противника. Но это как какой-то Верден получился. Конечно, другое совсем количество участников, но когда ты занимаешь только пехотные, так сказать, окопы, а позиции артиллерии ты должен до них дойти. Потому что пока на месте остается артиллерия, она продолжает тебя долбать. Вот прорыв, а там воюет, по сути, как в Первую мировую войну. Там нет авиации вообще. Там артиллерия, пехота, ну и танки. Но танки появились массово тоже в Первую мировую войну. И так воевать много не навоюешь. Они нигде не смогли прорвать фронт. И сейчас нужно либо договариваться о перемирии, об оперативной паузе, потому что возможности сейчас наших регулярных войск на передовой практически нет. Наших вы имеете в виду? Российских, регулярных, наших регулярных войск. У вас есть свидетельство, что там воюют регулярные российские войска? Они в прошлом воевали. Было большое вторжение в конце августа, когда об этом даже... Иловайский котел. Не только Иловайский, там еще вся группа, южная группа была разорвана просто в клочья. А там оставалось примерно 10 дней до полного завершения войны, до падения вот этих самопровозглашенных республик. Об этом Стрелков потом, значит, Гиркин объяснял. И так это было понятно. А сейчас наши регулярные военные, они занимаются логистической поддержкой, они артиллерия, системы РЭБ, системы зенитные, стоят на подстраховке. Вперед пустили этих. У этих уже возможности практически истощены. Еще нужен сейчас либо оперативная пауза, либо большая эскалация. Большая эскалация – это ввод туда до 20-30 тысяч регулярных российских войск, авиационное наступление вплоть до Карпат, до польской границы. Потому что иначе его бессмысленно делать. Вот это вот военная логика. Я практически уверен, что этого не хочет Путин тоже. То есть поэтому сейчас почти неизбежно некое перемирие или оперативная пауза. И попытка решить этот вопрос после этого политическими средствами добиться того, что хотела бы Москва, хотела бы Европа, но сейчас всем примерно подходит перемирие. И поэтому сейчас именно, чтобы точно не допустить большой эскалации, европейцы постарались ее предотвратить своим приездом. Еще одну вещь пояснить. Подготовка этого наступления, которое началось в середине января, занимала 2-3 месяца. Потому что столько это времени занимает. Таковы просто физические реалии подготовки военного серьезного наступления. Тем более, что подтягивание оружия. Кроме того, там надо было сформировать совершенно другие боевые части. Вот вместо так называемых сомалийских, которые там были, там всякие их там называют наши офицеры, которые там командуют, они говорят, это называется еще сомалийская армия. Вспоминаю, как в Сомали там на этих самых, на джипах там с какими-то ключиками ездят. То есть те, которые не организованные, то, что там это ворды, полубандитские формирования, нужно было сформировать ударные боевые части под руководством российских, в том числе офицеров, которые были способны действительно выполнять задачи в наступательном бою. Потому что до того летом таких частей там не было. Это занимает столько времени. По-видимому, такая уже конкретная подготовка к 15 января началась после выборов в Раду. Потому что это уже политическое было решение, а не военно-техническое. Потому что выборы в Раду привели к тому, что в Киеве сформировалась абсолютно неприемлемая для Москвы, для Кремля коалиция. Которую мы уже называем, что это партия войны, что туда что совершенно не ожидали того, что Порошенко получит меньше голосов, и что много получит Яценюк, Турчинов, которые видятся из Москвы неприемлемой прозападной группировкой, которую надо удалить. Даже наши дипломаты официально называют их партией войны. И тогда уже начались эти выборы, которые, в общем, сорвали весь процесс. То есть после уже в ноября реально никаких переговоров, никаких новых соглашений не было. Минские соглашения были мертвы уже в ноябре. Шла уже техническая подготовка будущего наступления, которое должно решить прежде всего политические задачи. И не взятие Дебальцева. Москву не интересует ни Дебальцево, ни даже Мариуполь.
И вообще какая там линия, какая там деревня, какая там высота у кого в руках. Об этом Путин даже говорил, что нас не интересует это, и вообще вас не должно интересовать. Мы же за то, чтобы Украина была единой. А Москву интересует Киев и контроль над Киевом, вообще над всей Украиной. Москву интересует именно это. И о том же всегда говорил Путин. И сейчас он требует это от западных своих коллег, как он говорит, что после прекращения огня должны начаться переговоры между Киевом и повстанцами этими, ополченцами. И должен быть смена режима, конституционная смена режима, превращение Украины в некую Боснию. То есть вы не хотите в некую конфедерацию, чистка Рады, новые выборы в Раду, где будет, если не пророссийское большинство, то во всяком случае в России будет контрольный пакет. Вот именно это тогда и будет политическим решением. И тогда перемирие станет, как план Казака для Молдовы. То есть это некая конфедерация, может быть, даже демилитаризованная, а там будут российские миротворцы, которые будут охранять мир. То есть вы не имеете в виду, что Россия собирается пробивать коридор вплоть до Киева и брать штурмом Киев? Вы имеете в виду политическая смена? Конечно, в первую очередь будут использоваться экономические, политические, финансовые рычаги и военные. То есть идеи оккупации Украины у Путина нет, вы хотите сказать? У нас, сказать? вообще-то говоря, для этого сил, для оккупации нет. И для этого потребуется минимум 1 миллион людей, как говорится, boots on the ground. То есть взять Киев и контролировать Киев, взять Багдад и контролировать Багдад – это две разные вещи. Может быть, бы и взяли бы, да не удержать 4 миллиона населения. Это знаете, сколько нужно туда ввести? Минимум 200 тысяч, а лучше 300. Это просто по расчету нужно для того, чтобы установить комендантский час и более-менее устойчивый оккупационный режим. То есть для этого потребуется мобилизация, правильно? Да, резервистов. То есть нынешних вооруженных сил на это просто нету. Поэтому то, что там сейчас происходит, это попытки унизить украинцев и вызвать политический кризис в Киеве. Там этих показали, этих самых киборгов там в униженном состоянии. Хотели бы закрыть Дебальцевский котел и тоже унизить украинцев. Политический кризис в Киеве, смена режима. Вот основная стратегическая цель. Получится это с помощью Меркель и Олланда, замечательно. Но цель такая, и надо понимать, что именно эта цель, а не какие-то деревушки в Донбассе, которые вообще-то Москву не интересуют нисколько, в отличие от Крыма. Павел, поставки американского оружия спасут Украину, Дмитрий Мезенцев? Вообще-то украинцам действительно много чего нужно, чего у них нет, а у них, в общем, все советское, по сути. То есть вооружение техник 70-х, а то и 60-х, что-то 80-х годов. И это им не очень помогает. У России есть серьезные преимущества, скажем, разгром украинской группировки «Юг», Саур-Могила и Иловайск, в основном был в результате того, что у нас есть израильские беспилотники, а у них нету. Потому что наши поняли после войны 8-го года, что без беспилотников довольно плохо. Потому что грузины они были, и они висели над головой, как рассказывали наши генералы, ничего сделать с ними не могли. Грузины видели, что собираются делать российские войска, и когда они увидели, что они собираются перейти Ингури, они начали вообще отступать к Тбилиси, и мы не смогли взять вообще в плен армию, как планировали, грузинскую, под западной части страны. И первым делом купили беспилотники. Часть купили, часть там стали форпост выпускать по израильской лицензии, отверточную сборку здесь, а у украинцев ничего этого нет. Они не знают, что делают наши, они не могут корректировать огонь с помощью беспилотников. То есть им нужны беспилотники. Это понятно совершенно. Правда, беспилотники им нужны скорее израильские. Они слишком сложные американские, а Израиль продавать Украине не будет. Потому что там плохо относятся вообще к Украине и не хотят ссориться с Россией. Это сложность, но это им нужно. Вообще системы связи, управления, они 17 января украинцы пытались нанести контрудар, довольно сильный, переходящий в контрнаступление в Донецке около аэропорта, и там все просто провалилось, потому что они потеряли управление войсками, у них не работала связь. Это им нужно в первую очередь. Это даже не летальное оружие. Это системы сбора информации, пересылать эту информацию, обрабатывать, доводить ее до войск, даже не GPS-прицеливание.
Хотя бы просто понимать, куда стрелять. Системами залпового огня, там ладно, без GPS, там много накрывает, но хотя бы представлять, где находится противник. Это им американцы, в принципе, скорее всего, даже уже подготовили. Нужны, потому что там у них много чего. Американцы ничего не выбрасывают, все на склады складывают. У них там есть вещи, которые им уже не нужны и которые можно использовать. Нужны эти снайперские винтовки. Ну, там говорят о Джавелине, я не знаю, насколько это получится, тем более, что он дорогой, действительно очень хороший противотанковое средство, но он дорогущий, он там $150 штучка, потому что его там выстрелил и забыл. Вот это вот сколько их американцы смогут им подарить, не знаю, и вряд ли это существенно изменит ситуацию на земле. Вот, скажем, Карл Густав, который был раньше на вооружении американской армии, это тоже гранатомет, он только без системы наведения, но у него есть вышибной заряд, в отличие от наших гранатометов. Потому что нашего гранатомета нельзя стрелять из бункера, нельзя стрелять из зданий, потому что там сзади выхлоп, все выжжет внутри. А у этого вышибной заряд, он выскакивает, а потом маршевый двигатель врубается уже в полете. Вот американцы в свое время это придумали, шведы, это называется Карл Густав, они много их закупили. Сейчас они сняты с вооружения, но где-то на складах пылятся. Это в такой вот позиционной войне была бы действительно для них помощь. То есть сейчас нельзя перевооружить на ходу украинскую армию на западные образцы, на западные калибры. Там начнется вообще полный кошмар с системой логистики. Потому что у нас калибры одни, там 122 миллиметра, на Западе их вообще нет. У нас 152 миллиметра, 6 дюймов, а у них 155. Системы GPS прицеливания, которые Израиль использовал, скажем, в войне в Ливане, очень эффективно, они на западные гаубицы рассчитаны, там другие совсем снаряды. И это сделать сейчас прямо по ходу военных действий, без перемирия, очень трудно, почти невозможно. Но можно в каких-то кусках вставлять. Я думаю, что Пентагон уже провели, там были инспекции, что называется, и миссии, которые посмотрели, что украинцам нужно, что можно найти прямо на складе, и что американцам не нужно, и что можно им передать, и что... Обама против того, чтобы боевое оружие передавалось... Многое из этого не боевое. Скажем, беспилотник разведывательный нельзя назвать летальным оружием. А в действительности это очень перевернет, это изменит соотношение сил очень существенно, если у украинцев они появятся, если они научатся ими пользоваться. Поэтому начало такого вот более существенного поставок вооружений, как там они говорят, до 100 миллионов в год или, может быть, даже до миллиарда в год, из американских даже surplus, из запасов, может существенно улучшить качественность украинских вооруженных сил. Мы от Дебальцева оставили одну Ебальцево. То есть это поставки существенные американского вооружения действительно могут изменить ситуацию на земле. Как когда-то в Афганистане только появление этих стингеров и угроза российской авиации изменила картину боя. И в конечном итоге СССР ушел из Афганистана, а потом развалился. Спасибо, Павел. Я россиянин. А для вас какой критерий победы? Освободить Элмер. А вообще самый такой критерий в Варшаве отметить победу. Если получится, в Париже.